Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Женя, и я живу в Аргентине уже 22 года. В этом видео я бы хотела рассказать о нашей истории, о нашей миграции. Наш миграционный процесс мы начали еще где-то в 99 году. И приблизительно в течение 2 лет мы подготовили все документы. И в 2001 году нам открыли рабочую визу в Аргентине. То есть моему отцу, моей матери, моей сестре и мне. Мы вчетвером собирались выезжать в Аргентину с рабочей визой на год из Украины. Мы жили до этого в Донецке. Семья моей мамы жила в Белгороде, то есть я жила не в столицах, но в довольно-таки крупных городах. Мой папа ездил очень часто на гастроли с оркестром в Италию и, в общем, по всей Европе. Моя мама музыковед, но она потом не смогла устроиться по своей профессии и открыла свой бизнес одежды, который привозила из Турции. То есть эти страны как бы повлияли на решение того, что будущего в Украине мы не видели. Чем мы собирались заниматься в Аргентине? Мы вообще-то собирались ехать в Буэнос-Айрес и искать работу. То есть мои родители искали бы работу, где получится. Если это уборка и мыть унитазы, то на это они были как бы согласны. Но когда мы приехали в Киев открывать визы в посольстве, то нам сообщили, что есть конкурс в симфонический оркестр в городе Сальта на северо-западе Аргентины, и что он открыт на весь мир. Там стояли даты, но отец мой не успевал прилететь на конкурс. И тогда через какого-то переводчика они смогли связаться. Оказывается, что оркестр не добрали, что остались свободные места. В том числе оставалось место ассистента трубача. И что прослушивание, чтобы добрать эти места, будет проводиться в Буэнос-Айресе. До этого оставалось 2 недели. Смогли купить билет моему папе, чтобы он поехал на это прослушивание. Но нам пришлось остаться с мамой, продавать квартиру, продавать мебель. У нас была собачка, которую нужно было отвезти в Россию, в Белгород, которая осталась с бабушкой. И заодно мы съездили туда попрощаться. То есть, прежде чем мы приехали в Киев, чтобы сесть на самолет, мы еще там ехали поездами, автобусами до Белгорода с огромными сумками. Там мы остались несколько дней, и потом мы уже поехали в Киев сразу. У нас было 2 полета. Первый полет до Парижа, и следующий полет уже нас доставлял в Буэнос-Айрес. Я не дорассказала о том, что папа смог с нами связаться, то есть он полетел туда первый, в Буэнос-Айрес, на прослушивание, и он смог сообщить нам о том, что он выиграл конкурс и что зарплата у него была 1500 песо, которая в тот момент была $1500, что нас очень обрадовало. Но я до сих пор не забуду тот момент, когда папе уже купили билет, и он просто оперся на стенку и по ней как бы съехал до пола, и он был такой потерянный, просто он не знал, на что он идет, и он туда должен ехать, лететь просто один и играть на трубе. Но, впрочем, решение уехать у нас было стабильное, и уехать навсегда. Мы, конечно, думали, что сможем как бы прилетать, навещать семью, но мы переезжали жить. Мы не смотрели ютуберов, этого всего не было, этой всей информации не было. Просто была какая-то газета, которая называлась «Иммигрант», и там какие-то статьи ставили про Аргентину, очень такие, как бы не совсем реалистические, очень короткие и без детальной информации. А к интернету у нас доступа практически не было. То есть, чтобы кому-то послать мейл, это нужно было идти к какому-то соседу с соседнего подъезда, у которого был компьютер, который как бы работал либо программистом, либо что-то типа того. И он мог послать мейл и связаться с Аргентиной. Чича тоже хочет послушать эту историю. И Саня тоже.
Какие же у нас были первые впечатления об Аргентине? В первую очередь я помню, что мы приехали, папа находился в отеле, в таком дешевеньком, где мы должны были находиться вчетвером пару дней. И затем нужно было садиться на автобус и ехать в Сальто. Сальто на автобусе это около 20 часов езды. И, кстати, мы ехали не одни. Были еще две семьи украинцев, которые тоже прошли конкурс в оркестр и переезжали в Сальто. Они чем-то уже там занимались в Буэнос-Айресе, кто-то развозил пиццы, кто-то там что-то ремонтировал. Но теперь обе как раз-то женщины из семьи прошли конкурс в оркестр, и они ехали всей семьей в Сальто. Первое впечатление о Буэнос-Айресе, мне кажется, я ожидала как бы чего-то более экзотичного, и вдруг я как бы видела все более нормальное, в принципе. То есть природу, когда едешь из Эссейса в город. Но уже в городе все, конечно, было по-другому, другой стиль архитектуры, другие запахи. Я помню, я была просто поражена запахами еды из ресторанов, и для меня это было очень приятное впечатление. Это было где-то 27-28 марта, то есть еще было к тому же отличная погода, уже было не жарко и еще было не холодно. Но о Сальте мы ничего не знали. То есть потому как нам рассказали, это просто, или то, что мы представляли, это было просто какие-то горы в пустыне и ходят там козы. Но оказалось все совсем по-другому. Значит, мы сели на автобус, а на следующий день, я помню, я проснулась, и я видела эти горы. Это такой субтропический климат, о котором я не имела представления, об этом пейзаже, об этих деревьях, об этих кактусах. И к тому же звучал местный фольклор. Я просто ничего не понимала. Когда мы уже приехали в город, нас встретил один русский грузинского происхождения. И он нас повел в отель, в котором мы прожили около 2 недель. Первые воспоминания были, конечно, очень интересные. Это все было очень диковинное. Эти горы вокруг нас, этот стиль, площадь, все эти низкие дома, потому что в Сальте практически нет высоких зданий, так как это сейсмическая зона. И, конечно же, люди другие были видны. Было очень странно видеть много людей индийского происхождения. Просто-напросто мы к этому не были готовы. Мне за это сегодня стыдно. Это связано с образованием в России или в Украине, которое не позволяет иметь более открытый менталитет. Еще я вспоминаю супермаркеты. Конечно же, люди не уезжают из одной страны в другую из-за супермаркета, но все-таки в то время это было очень яркие впечатления. Это было как бы как в кино. Люди, конечно, все очень доброжелательные. Конечно же, когда человек начинает приживаться, бывает такое отношение немножко к иммигрантам, что они как бы приезжают отбирать работу или занимать какое-то место других, но это редко кто выражает, потому что все-таки люди здесь уважительные и уже более или менее привыкшие к эмиграции. А еще самое главное впечатление, это когда я просыпалась утром, я чувствовала огромное облегчение. Я считаю, что это немного связано, во-первых, с тем, что мне всегда делали буллинг, и мне было очень сложно принять эту ситуацию. И я даже, будучи подростком, себя чувствовала очень отверженная детьми моего возраста. Это происходило где-то после 12, 13 и до 14 лет. Так что для меня некоторые воспоминания как страшный сон именно из-за этого. Плюс еще вот это требование и отношения в школе от учителей, которые тебя там постоянно хотят как-то унизить. Это тоже было нехорошее явление. И я еще к тому же считаю, что конфликт, который происходит сегодня, уже в то время начал зарождаться. Я в то время чувствовала, что я разговаривала по-русски, это был мой родной язык, и началось поговариваться, что если я пойду в университет, то меня заставят уже учиться на украинском.
Я помню, что мне уже это вызывало нехорошее чувство. Правильно это было или неправильно, это уже другой вопрос. Но я считаю, что все-таки можно было почувствовать в атмосфере какой-то надвигающийся конфликт. Хотя, несмотря на это, мы, конечно, не представляли, что это закончится тем, что сейчас происходит. Как проходили первые дни в школе, это был просто дурдом. Я ничего не понимала, я даже помню, что у меня такое было, как температура. Я чувствовала, что у меня лицо горело, потому что все мне что-то говорили, все мне пытались что-то объяснить. Дети хотели мне сказать о своих любимых группах, какой-то клумбе или о своих любимых футболистках. Я просто была диковинкой для всех, и все мне хотели что-то рассказать, что-то показать и чем-то помочь. Я считаю, что в то же время я была с таким закрытым менталитетом, и я видела, что, например, образование было слабое, потому что я находилась в обычной школе, государственной, и к тому же на севере оно более слабое, чем, допустим, в центре страны. Так что я, кстати, очень много училась сама как бы по себе дополнительно. И иногда, конечно, мои высказывания по этому поводу могли вызвать нехорошее впечатление. Несмотря ни на что, дети продолжали ко мне относиться очень дружелюбно. Потом я помню, что пару девчонок меня дразнили, я как-то подстриглась, у меня была прическа такая немножко похожая на льва, и некоторым это было смешно, и они меня немножко дразнили. Но это вообще не могло сравниться по уровню и по агрессивности с украинскими детьми. Мы чувствовали, что эта страна для нас действительно была спасением. Мы приехали сюда жить, и даже после событий в конце 2001 года нам в голову и близко не пришло отсюда уехать. Мы приехали без возврата. И слово «родина» и слово «дом» для нас просто начали иметь другое значение. На сегодня я закончу и буду продолжать в следующем ролике. Всем привет и читаю ваши комментарии.